Привет! Это короткое видео о том, как делать матрицу с болванки по классической технологии. Нам необходимо сделать матричку из двух частей для формования хвостового конуса. Первым делом мы размечаем центральную линию, наносим маркером и размечаем край будущей матрицы, до какого момента она у нас должна идти и подниматься в отбортовку. Предварительно заготавливается отбортовка. У меня в данном случае отбортовка сделана из 10-мм ламинированной фанеры. Вот. Ее мы будем крепить примерно вот таким вот образом на болване. И вот это вот у нас будет одна часть матрицы. Потом убирается отбортовка, убирается эта часть. Соответственно, сейчас нам необходимо точно зафиксировать будущую разделительную плоскость. Фиксировать мы ее будем в начале ориентировочно обычным модельным пластилином прихватывать, а потом я фиксирую такие вещи с обратной стороны термопистолетом. Вырезанная вот эта вот отбортовка у нас приблизительно, тут есть щели. Эти щели у нас будут заделываться для формирования в дальнейшем ровной кромки матрицы. Чем лучше мы заделаем эти щели, тем четче будут у нас кромки будущей матрицы, и тем качественнее после склейки двух половинок формованных корок у нас будет шов. Заделывать швы можно двумя способами. Первый способ, опять же, обычным модельным пластилином, аккуратно вбивая его вот в эти вот щели и потом шпателем прорезая. Но я таким образом делаю на больших болванах, которые сложно вытаскивать из отбортовки. В данном случае у нас отбортовка имеет локальное значение, то есть матричка маленькая, и можно, собственно говоря, позволить себе сделать подгонку по классической технологии, используя так называемую эпоксидную кашу, которая состоит из эпоксидной смолы, аэросила, это тексотропный элемент, и я использую как наполнитель 3М-овские стеклянные шарики самой-самой маленькой фракции. Наносим на фланелевую тряпочку немножко разделителя и аккуратно обрабатываем. Можно обрабатывать не весь болван, можно обрабатывать только те участки, которые будут контактировать с будущей отбортовкой. Для приготовления каши нам потребуются стеклянные шарики и аэросил, тексотропный агент. Тут, соответственно, никаких пропорций нет, мешается все на глаз по опыту. Важно вначале, я обычно добавляю всегда шарики, потом аэросил. Наша задача сделать эту кашу такой, чтобы она не растекалась сильно. В то же время, чтобы она могла проникнуть в щели. Аэросила добавлять по чуть-чуть, иначе можем переборщить, и каша сразу получится густая. Тогда придется ее опять разбавлять смолой. Обратите внимание, вот если положить вот такую вот соплю на край банки, она еще пока сильно течет.
То есть такая смола, такая каша у нас будет вытекать. Поэтому необходимо сделать ее еще погуще. Добавляем еще немножко аэросила. Мешаем. Смотрим, вот она встала. Ее можно засовывать в любые дырки, она не будет стекать. Вот такая каша нам пойдет. Еще раз внимательно смотрим края нашей будущей матрицы, чтобы везде было достаточно каши. Пусть она немножко выпирает даже за плоскость свою, мы потом лишнее уберем. Но если получится раковины так называемые, то их, для того чтобы убрать их, надо будет повторить эту операцию. Это очень проблематично. После того, как смола встала, нам аккуратно необходимо снять нашу конструкцию. И теперь нам необходимо шкуркой на твердом бруске обработать поверхность. Вот эту. Можно взять зерно 400. Этого будет достаточно. Ну вот примерно такая деталь у нас получается, которая идеально подходит к нашей болванке, прям присасывается к ней. Сейчас нам необходимо убрать облой, который остался от каши на краях болванки, и подготовить ее к нанесению разделительного слоя. Все, облой убран. Аккуратно наносим первый слой разделителя на наш болван. Установили опалубку для будущей матрицы. Теперь нам нужно сделать такие вот выступы на отбортовке, которые будут в дальнейшем выполнять роль центрирующих элементов и не будут давать одной половине матрицы при склеивании сдвигаться относительно другой. Следующим шагом нанесение ПВА. Данную операцию желательно делать в перчатках. Сейчас мы должны приготовить гель-коут. Я буду использовать гель-коут эпоксидный. Теперь можно оставить его на несколько минут на 5, пускай постоит, и чтобы из него вышло основное количество пузырьков воздуха, которые образуются при перемешивании.
наносить будем обычной кисточкой. Основная задача ни в коем случае не возюкать мокрой, сухой кистью, точнее, по мастер-модели. Слой ПВА очень нежный, и мы можем его повредить, поэтому наносить гель лучше самотеком. Гель-коат более-менее принял окончательное положение свое, растекся, мелкие неровности ушли, пузырьки вышли. Я обычно разношу процесс накладывания гель-коата и укладывания ламината матрицы для увеличения толщины через сутки. Соответственно, для того, чтобы... То есть вначале гель-коат застывает, на следующий день, после того, как гель-коат окончательно встал, мы начинаем набирать толщину матрицы. Чтобы обеспечить на завтра адгезию этого блестящего слоя с будущей матрицей, необходимо его посыпать либо ХБ мукой, вот это вот такая вот субстанция, рубленые ХБ хлопья. Вот. Либо кто-то рубленым стеклом делает. Я посыпаю ХБ мукой. В таком виде оставляем нашу матрицу на сутки. После высыхания гель-коата нам необходимо собрать муку. В итоге мы получаем такую поверхность мохнатенькую, похожую на войлок, ну, валенок. Итак, мы режем стеклоткань разной толщины и разного диаметра. Я рекомендую нарезать сразу на две стороны, чтобы потом не забыть, сколько каких слоев мы укладывали. В моем случае это будет 1, 2, 3, 4 слоя 160, потом слой 320, потом каремат, потом опять слой 320 и еще 4 160. Идея в том, чтобы набор ткани относительно середины сэндвича был симметричный. Неважно, какие ткани вы используете, главное, чтобы он был симметричный. Иначе матрицу может увести. В качестве связующего буду использовать эпоксидную смолу. Достаточно дешевая по сравнению с немецкими аналогами. Название называть не буду. Если кому интересно, поинтересуйтесь лично. Также прикатывать ткань буду валиком обычным. Вот. Для приготовления каши используем рубленое стекло. Используем микросферу, стеклянные шарики так называемые, и для снижения текучести каши, естественно, аэросил. Весы, банки для размешивания смолы. В общем, все как обычно. Так, наша задача кашей заполнить все острые углы, чтобы обеспечить отсутствие пузырей в этих местах, когда будет прилегать ткань. Поэтому мы вначале смачиваем наш ежик валенок просто смолой. Теперь в углы укладываем кашу.
ткань. Ткань укладываем сухую. Итак, у нас получилась вот такая вот матричка. Аккуратненько можно пройтись еще на всякий случай по всем углам. Спустя сутки наша матрица застыла. Теперь необходимо ее аккуратненько обрезать по периметру. На этой разделительной плоскости ее можно подгонять таким же образом, как мы делали предыдущую, с помощью каши на эпоксидной смоле. Но для наглядности я эту часть сделаю более простым способом, с помощью обычного пластилина. Итак, разделительная плоскость у нас подогнана в данном случае с помощью пластилина. Сейчас наша задача нанести, опять же, 3 слоя разделительного состава и потом после просушки покрыть это дело ПВА. Тоже встала. Мы обрезали, так же как и первую, по контуру. Соответственно, прошлись крупной шкурочкой, чтобы не было никаких заусенцев. Вот. И, соответственно, перед тем, как нам разнять эти две матрицы, две половинки, нам необходимо наметить отверстия под стягивающие болты, которыми мы будем в дальнейшем пользоваться для стягивания двух половинок матриц. Я использую вот такие вот болтики, болтик М6 с такой вот шайбой, которая будет одеваться и клеиться с этой стороны, и точно такая же шайба, только с резьбой, которая будет клеиться к другой половине матрицы. Таким образом все это дело будет стягиваться. Сейчас нам необходимо матрицы разнять. Матрица снята. Не пугайтесь по поводу
такого не гладкого как бы вида. Дело в том, что это ПВА и остатки разделителя. Поэтому сейчас мы эту матрицу помоем, и она примет окончательный свой вид. Мыть будем обычной губкой поролоновой, которую мы используем на кухне, и теплой воде. Итак, матрица готова. Острые кромочки, нигде никаких пузырей, все отлично. Помыли, вытерли насухо. И теперь нам надо дать им отдохнуть. Все.